Всем привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать, как делать анютины глазки. Знаете, многие меня просили, я решила все-таки попробовать их сделать. Делаю их впервые, причем впервые даже на видео. Поэтому, если вам интересно, что у меня получится, оставайтесь со мной. Для своего цветочка я выбрала два оттенка бумаги, это 17Е2 и 574, а зеленый цвет у нас будет травяной под номером 565. И все размеры лепестков вы видите на экране, точно так же, как и их количество. Мы будем делать вот такой цветочек. Знаете, сначала я подумала, что он все-таки очень будет большим, но по итогу вариант мне понравился. Можно, конечно, уменьшить размер лепестков, и ваш цветочек будет меньше по размеру. И будем их растягивать. Все лепестки я растягиваю сверху, причем сильно, снизу их не трогаю. И таким образом я растягиваю все лепестки для своего цветочка. Фиолетовые лепесточки я решила сверху подкрасить белым цветом. Кстати, для примера берите фотографию цветочков из интернета и пытайтесь разрисовать ее таким же образом. Использовать можно совершенно любые акриловые краски или гуашь. Теперь будем собирать. Берем один лепесток желтого цвета, который у нас побольше, немножечко в форме сердечка, и два лепестка одинаковых. Снизу я сжимаю вот таким образом. Знаете, в этот момент я подумала, что все-таки, наверное, я сделала небольшую ошибку, и надо было у лепестков сделать намного длиннее хвостики снизу. Таким образом, собирать цветочек было бы намного удобнее. Два фиолетовых лепестка мы тоже будем соединять таким же образом. Первое, что я буду делать, это возьму тоненькую проволоку, сделаю сверху небольшую петельку, чтобы цветочек с него не слетал. И склеиваю между собой два фиолетовых лепестка. Затем снизу приклеиваю проволоку. Теперь желтые лепестки. Сначала мы склеиваем между собой два лепестка, которые у нас одинакового размера, и сверху добавляем еще один. Клею все на горячий клей, в работе можете использовать ПВА, но с ним работать намного дольше. Склеивая желтые лепестки, у нас получиться должна вот такая конструкция. Теперь мы соединяем ее между собой, наносим на фиолетовые лепестки термоклей и приклеиваем сверху желтые три лепестка. Причем, что они должны быть сверху, не снизу фиолетовых лепестков. И тут уже можно слегка даже растянуть лепестки, чтобы придать красивую форму своему цветочку. Вот так у нас уже получается. Но для того, чтобы они были больше похожи на анютины глазки, конечно же, это нужно их разрисовать. Я буду использовать красители, можно использовать также гуашь или акварель. Я посеяла где-то видео там, где я закрашивала серединку фиолетовым цветом, но я думаю, понятно. Просто кисточкой рисуем прожилки. После чего хорошо развожу свою краску и уже этим же цветом в некоторых местах делаю вот такие небольшие пятна. Тем самым цветочек выглядит очень интересно. Фиолетовым цветом подкрасили, а теперь я еще хочу сделать более ярко-желтым цветом именно саму серединку. Если вы используете большое количество воды, ваша бумага может поменять форму, поэтому с водой смотрите поаккуратнее.
Сам чашелистик, знаете, как обычно делаю на глаз, вырезаю сверху много маленьких зубчиков. И мои заготовки на один цветочек получается где-то по 1 сантиметру. Чуть-чуть сверху подкручиваю, наношу клей и приклеиваю. У цветочка на самом деле очень интересное строение, много разных листиков, чашелистиков, но я буду делать самым простым образом, не буду ничего этого добавлять. Вот, приклеила все чашелистики, и теперь переходим к самим листьям. Листья я тоже делаю разного размера, и они у меня самые разные по ширине. Я беру тонкую проволоку и разного размера кусочки бумаги. Делаю одни листики узенькие, вторые широкие. Делаю листья разного размера, после чего их буду добавлять уже к своему цветочку. Для того, чтобы собрать цветочек, я буду использовать тейп-ленту подходящего мне цвета. Обматываю приблизительно 5-6 сантиметров и добавляю листики. На один цветочек добавляю по 3, 4, 5 листиков. Смотрите уже от того, какую композицию вы будете в дальнейшем делать. На самом деле все эти листики нужно добавить намного ниже, но в дальнейшей работе, я думаю, когда они будут находиться очень низко, их будет очень плохо видно. Поэтому тут я уже сделаю их немножко выше, чем это положено. Выгибаю сам цветочек, выгибаю листики, и вот что у меня получилось. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч, пока-пока!